Добрый день, с вами корреспондент религии сегодня Михаил Фуртиков. И с нами сегодня интересный гость, англиканский священник Георгий Ведякин, настоятель общины Крайстчерч в Айя-Напи на Кипре. Все правильно? Здравствуйте, Да, Георгий. добрый день. Георгий, наверное, начнем с самого интересного вопроса для наших подписчиков. Он состоит в следующем. Может ли стать следующим архиепископом кентерберийским женщина? Это хороший вопрос, на самом деле. Он действительно очень интересный, я думаю, не только для подписчиков религии сегодня, но вообще для всего англиканского сообщества. И я вижу два основных тренда, скажем так, в этом вопросе. М. Именно в поле гендерной принадлежности следующего архиепископа. Дело в том, что в Англии в самой, конечно же, общество уже готово к тому, чтобы архиепископом стала женщина, церковь к этому готова. Уже СМИ британские пишут, что, может быть, наконец-то архиепископом станет женщина. То есть они явно ждут такого развития событий, не то что не исключают, а даже, наверное, желают. Мгм. Но это Англия, это Запад, это Западная Европа. У нас есть церкви довольно консервативные. В англиканском сообществе еще не везде женщины рукополагают священники, а не то, что в епископы. Вот как. И да, это может показаться удивительным, потому что у англиканства есть такая репутация очень-очень либеральной конфессии, но на самом деле большинство англикан сейчас принадлежат к очень консервативным церквам Африки и Азии. Мгм. И там женщина-архиепископ Кантерберийский, я думаю, вызовет все-таки непонимание и какое-то, эм, ну не то чтобы неприятие, но вот градусом ниже, чем неприятие. Я напомню, что англиканское сообщество — это 80-85 миллионов человек по всему миру в 165 странах, 42 поместные церкви его составляют. То есть это довольно большая общность самых разных людей, разных культур в разных странах проживающих. И вот как раз очень большой плюс Джастина Велби был в том, что он умел все это держать вместе, сдерживать. Что будет дальше, непонятно. Я думаю, что если в Англии вот у этой выбранной комиссии хватит, э, скажем так, дальнозоркости, хватит ума, то я думаю, что, скорее всего, будет мужчина. Мгм. Георгий, а подскажите, известно, что 12 ноября этого года Джастин Уэлби, собственно, объявил свои отставки. Что произошло, что этому предшествовало? Этому предшествовала целая история, которая тянется еще из 70-х годов. М. Это история с абьюзом, очень и очень некрасивая, мягко говоря, на самом деле очень жестокая. Но тут важно подчеркнуть, что сам Джастин Велби не абьюзер, он не был причастен к абьюзу. Из новостной ленты могло у людей, которые просто пролистывали ленту, могло сложиться Мгм. впечатление, что как-то он сам, его репутация оказалась подмочена, или он сам там во что-то угодил. Нет, на самом деле дело было не в этом. 12 ноября действительно он написал прошение об отставке. Начинается оно со слов о том, что он согласовал это, обсудил с королем. Король дал свое добро, видимо. И произошло это на фоне кампании, которая была организована верующими англиканами, верующими церкви Англии, и они как раз запустили петицию с призывом о его отставке. Мгм. Это, соответственно, в свою очередь, было следствием другого события, публикацией отчета, так называемая Making Review, по фамилии, собственно, человека, который возглавлял эту комиссию, Кит Мейкин, бывший чиновник, сейчас, я так понимаю, он уже вышел на пенсию. И в 2019 году ему и его комиссии церковь, сама церковь Англии поручила провести расследование деятельности одного человека. Мы подробнее сейчас про него поговорим. Мгм. Потом случилась пандемия, и всем стало вообще ни до чего. И спустя только 5 лет, хотя результаты деятельности комиссии ожидали в 2020 году, из-за коронавируса все это отсрочилось. И вот только 7 ноября 2024 года они были опубликованы, в том числе на сайте Церкви Англии. Ну и это все произвело эффект разорвавшейся бомбы, соответственно. И что, в свою очередь, публикация этого отчета вызвала недовольство верующих
священников и епископов, но, правда, только один епископ выразил публично, призвал Джастина Уэлби покинуть свой пост. Это была епископесса Ньюкасла Энн Хелен Хартли. Она была единственный человек, который вот так публично говорила, что архиепископ проштрафился, провинился, он должен покинуть свой пост. И действительно, спустя 5 дней после публикации отчета Уэлби, мы видим, покидает свою должность. Я думаю, что он сделал это ради того, чтобы сохранить свою собственную репутацию и репутацию церкви Англии. Не из-за того, что он был в чем-то виноват, хотя там некоторые люди говорили, что он косвенно причастен ко всему этому. Но я думаю, что, знаете, это такой был жест, когда руководитель, в подчинении которого происходит какой-то серьезный косяк, он просто берет на себя ответственность, и это выражается в том, что он покидает свой пост. Параллель, которая мне приходит в голову вот так, без какой-то подготовки, это прошлогодняя трагедия на железной дороге в Греции, когда перевернулся поезд, и очень много народу погибло, около 100 человек, и в тот же день министр транспорта подал в отставку. Он не был в этом виноват, но это его сфера деятельности, он чувствует ответственность, он уходит. И вот с архиепископом Джастином Уэлби точно так же получилось. Он чувствует свою ответственность, он уходит. Как, на ваш личный взгляд, все-таки правильно ли он поступил? Да, я думаю, что он правильно сделал. Я думаю, что он сделал правильно, благородно, и он показал, что он как лидер готов брать на себя ответственность таким образом. Мгм. Другой вопрос, что, может быть, он вернул в какой-то кризис церковь, но ладно, церковь в кризисах растет и только укрепляется, так что будем надеяться и молиться, что англиканская церковь и церковь Англии укрепятся от этого. Смотрите, Георгий, вы подчеркнули, что сам архиепископ Уэлби не был причастен к абьюзу. Тогда не могли бы вы рассказать поподробнее, что это была за история, почему она всплыла только сейчас? Ведь вы сказали, что это длилось еще 70-х годов, если я все правильно понял. Да, это длилось с 70-х годов, и главный злодей, главный антигерой этой истории — человек по имени Джон Смайт. Он не был священником, он был по профессии адвокат. В церкви Англии он был просто чтецом, но он не был клириком, понятное дело, но он был чтецом, то есть выполнял в церкви и на своем приходе какие-то богослужебные функции. Имел некую позицию авторитета, позицию власти. Мгм. И вот с 70-х годов он занимался тем, что помогал организовывать лагеря для мальчиков-подростков. Он принадлежал к крылу евангеликов. Евангелики — это люди очень консервативные. Он сам отметился тем, что боролся за традиционные ценности. Он такой борец за традиционные ценности, против гомосексуализма, против легализации гомосексуальных отношений, браков и так далее. И так далее. Он был отмечен, он участвовал в нескольких судебных делах против ЛГБТ-сообщества в Англии и Южной Африке. Мгм. Известно, что он пытался рукоположиться в 3 епархиях церкви Англии. Везде ему отказывали. И это наводит на мысль о том, что о его деятельности было известно, но ее старались не афишировать. Что это была за деятельность? Он работал с детьми, с подростками, обхаживал их, всячески их ублажал, дружил, создавал такие неформальные отношения, а потом включал такую риторику, что ты грешен, грех, значит, над тобой царствует, властвует, тебя надо этот грех с тебя выколотить. И он заводил юношей в такую небольшую подсобку, в хижину, которая была во дворе его дома, и избивал их там тростниковой палкой. Да, это как бы страшно. Страшно это все выглядит, страшно представить, что это было. Какого-то сексуального домогательства до них, насколько мне известно, с его стороны не было, но у этого был явно эротический подтекст, потому что он просил их раздеваться, голыми купаться, и так далее. То есть некая гомоэротическая эстетика, если можно это слово здесь применить, или такой стилистика, она в этом присутствовала, в этом его абьюзе. И вот он прожил в Англии, вел эту активную деятельность в 70-х, 80-х,
И потом, когда уже, видимо, всем стало с ним все понятно, и никто с ним не хотел иметь дело, но при этом это никак не афишировали, он переехал в Зимбабве. В Зимбабве он занимался тем же самым, организовывал лагеря, тоже избивал молодых людей. В общей сложности 120 человек стали его жертвами. Один мальчик в Зимбабве даже покончил с собой. Либо вторая версия, Джон Смайт его утопил просто в порыве какого-то непонятно чего, какой-то экзальтации или, может быть, заставлял его что-то делать. В общем, один ребенок погиб. Но это те жертвы, о которых знает, условно Да, говоря, там общество, то есть, возможно, мы можем допустить, что, возможно, было больше. возможно. Что самое интересное, когда эта история всплыла, люди заговорили, и стало известно, что один из епископов церкви Англии был жертвой этого Джона Смайта. Это был такой Эндрю Уотсон, Мгм. епископ Гилдфорда, нынешний, если я не ошибаюсь, и он рассказал, что его, да, избивали. Или, например, вот я слушал подкаст BBC на эту тему, там приводят аудиозапись свидетельства выжившего молодого человека. Он вспоминает, когда ему был 21 год, то есть он уже был совершеннолетний, Смайт сказал, что твоя природа грешна, надо тебя еще хорошенько разок поколотить. И вот такого плана была история, конечно, жуткая, жуткая. И вот в Зимбабве он занимался тем же самым, потом он переехал в ЮАР, поселился недалеко от Кейптауна или в самом Кейптауне. Я думаю, это было сделано просто, чтобы повысить уровень жизни его. Его никто не трогал, вроде бы как. Ну, какие-то всплывали истории, он от всего отмазывался. И он умер в 2018 году, и, собственно, перед судом он так и не предстал. Но за год до его смерти, в 2017 году The Daily Telegraph вскрыла эту историю, и журналистка попыталась как-то какой-то у Смайта получить комментарий. И вот эта тема стала развиваться, раскручиваться. Он вовремя умер от сердечного приступа, иначе бы, конечно, ему пришлось несладко. И вот как раз на волне вот этого общественного интереса и журналистского расследования Церковь Англии поручила комиссии Кита Мейкина сделать отчет, расследовать всю эту историю, и в итоге все это привело к отставке архиепископа Кентерберийского. Георгий, но все равно звучит немного странно, потому что, как мы подчеркнули, собственно, прямого отношения к церкви, я так понимаю, этот человек не имел. Тогда почему же история человека, который занимался подобным абьюзом, но очень давно, вдруг именно в конце, условно говоря, десятых годов имел эффект разорвавшейся бомбы? Почему так произошло? Я думаю, это связано с той значимостью и важностью, которая сейчас в Церкви Англии и вообще на Западе придают вот этой теме безопасности, и в том числе сексуальной безопасности, и того, что называют английским словом safeguarding. Это как раз что-то, что получило очень сильный импульс во время предстоятельства архиепископа Джастина Велби. Каждая епархия должна иметь в своем штате так называемого safeguarding officer, то есть человека, который будет именно следить, чтобы, не дай бог, в храмах, в приходах никаких таких случаев не произошло. Если священник понимает, что какой-то колокольчик звенит нехороший, он должен этому сотруднику сразу сообщать. Если против священника что-то думают прихожане или приходской совет, то же самое. Они должны сразу в епархию вот этому человеку сообщать, сразу запускаются механизмы расследования, отстраняют этого человека от приходской работы, от работы с детьми, ну и так далее. На каждом приходе есть тоже safeguarding officer свой. Соответственно, это уже на локальном уровне этот человек следит, чтобы люди, которые считаются уязвимыми, дети, подростки и уязвимые взрослые. Уязвимые взрослые могут быть люди пожилого возраста или могут быть люди с особенностями развития или с физическими особенностями. Это все считается категорией уязвимых взрослых. Надо следить, чтобы они были в безопасности. Например, если у вас воскресная школа или какая-то группа детей занимается в воскресенье во время богослужения, не дай бог, у вас будет один взрослый, который за ними следит. Обязательно должно быть двое, чтобы они как бы друг друга сдерживали, если что, или как-то контролировали. Можно сказать, что это немного напоминает паранойю, и мы всех берем под подозрение, но это тот случай, когда церковь предпочитает перестраховаться. И вообще вот эта концепция безопасной церкви, safe church,
она очень активно продвигается сейчас в западных странах. В других странах англиканского сообщества, например, на Ближнем Востоке, в Африке, в Индии, это все, конечно, менее как-то популярно распространено, но на Западе, поскольку общая культура стала такой, чтобы всеми возможными способами заниматься профилактикой сексуальных домогательств и вообще абьюза, то и церковь, соответственно, пошла тоже в ногу со временем, совершенно верно и правильно она сделала. Плюс церковь — это, конечно же, очень хорошая среда, благодатная среда, простите меня этот каламбур, для подобного рода отношений. Не будем это скрывать. И это, к сожалению, касается всех конфессий: православия, католичества, англиканства. Это правда. Так что хотят перестраховаться. Хотят перестраховаться. Именно поэтому вот эта история, которая, казалось бы, да, Смайт не был клириком. Лагеря, которые организовывали фонд, который он возглавлял, они не были официальными церковными лагерями, но, с другой стороны, там преподавали и за детьми следили священники, священнослужители церкви Англии, то есть какая-то связь была. И вот, и тем не менее, эта история вот произвела такой эффект, что архиепископ даже подал в отставку. Это очень интересно. Ну, я думаю, наши подписчики бы сказали, что, наверное, епископесса Ньюкасла очень рада новой концепции Safe Church. Георгий, очень много вопросов было, когда мы анонсировали интервью. Не могли бы вы рассказать, как вообще устроен процесс выборов следующего архиепископа? Может ли что-то поменяться в его роли, функционале в англиканском сообществе? И не могли бы вы рассказать, кто основные кандидаты и кто ваш фаворит, возможно? Да, хороший вопрос. И, конечно, как вы понимаете, сейчас в прессе британской это активно обсуждается, называют уже имена кандидатов. Ну, давайте обо всем по порядку. Угу. Согласно уставу, после отставки или выхода на пенсию архиепископа формируется специальная комиссия, королевская номинационная комиссия, Crown's Nomination Commission. Тут еще надо отметить, что в церкви Англии действует строгое правило: в 70 лет человек уходит на пенсию. Священник, епископ, кто угодно. И на самом деле, что интересно, Велби-то до пенсии оставалось не так уж и долго. Он должен был выходить на пенсию в январе 26 года. Угу. То есть очевидно, что выбирая между тем, чтобы досидеть до пенсии вот этот год или уйти, взяв на себя ответственность, вот так вот смиренно и отчасти даже красиво уйти, он выбрал, конечно, вот второй вариант. Я думаю, что да, он правильно сделал. Ну так вот, формируется эта королевская номинационная комиссия. Туда входит на данный момент 17 человек. Ну, на данный момент, в смысле, согласно действующим правилам. Понятно. Возглавляет ее мирянин. Его назначает король через премьер-министра. Ну, как известно, в Англии королевская власть полностью делегирована премьер-министру. То есть премьер-министр, по сути, его назначает, но считается, что как бы король назначает. Затем туда входит один епископ, который представляет палату епископов. Соответственно, Генеральный Синод, некий аналог поместного собора в церкви Англии, он делится на палаты епископов, духовенства и мирян. 3 палаты. И вот палата епископов выбирает своего представителя одного. Туда, в эту комиссию, входит архиепископ Йоркский, а в церкви Англии, я напомню, 2 архиепископа. Архиепископ Кентерберийский и архиепископ Йоркский. Архиепископ Йоркский, он считается представителем севера Англии. Он по значимости второй, ну, наверное, даже сопредстоятель церкви Англии. Вот он туда должен войти. И сейчас эту должность занимает очень харизматичный и очень популярный человек по имени Стивен Коттрелл, которого прочат в следующие архиепископы. Но проблема в том, что ему уже 66 лет, то есть ему до пенсии 4 года осталось. Выглядит он хотя моложаво, но до пенсии ему осталось 4 года, и все это понимают. И большой вопрос, может ли он стать следующим архиепископом из-за своего возраста. Потому что, конечно, ты можешь быть популярным, ты можешь быть автором замечательных книжек и хорошим спикером, которого любят приглашать и любят у него брать комментарии, вообще любят слушать, но, возможно, знаете, возможно, они это противоречие решат таким образом, что на 4 года выберут его неким промежуточным
таким вариантом, промежуточным архиепископом, для того, чтобы переформатировать вообще роль Мгм. архиепископа Кантерберийского. Но это одно предположение, которое одна из газет выразила. Не знаю, что там реально в недрах церкви Англии, какие настроения. Но факт, что архиепископ Йоркский, он харизматичный человек, и он может претендовать. Но он же входит в эту комиссию, как тогда Да, получается? я хотел как раз задать этот вопрос. Он может объявить самоотвод. И в этом случае Мгм. выбирают другого епископа, который должен как-то его заменить. Эм, Дальше в эту комиссию входят 3 представителя епархии Кентербери, потому что не забываем, что архиепископ Кентерберийский, он правящий архиерей этой епархии Кентербери. Мгм. И, соответственно, голос епархии должен быть тоже слышен. Дальше 6 человек, 3 клирика и 3 мирянина выбирает Генеральный Синод, то есть вот этот аналог поместного собора. Они просто их выбирают на 5 лет, каденцию 5 лет, Мгм. и потом сменяются. То есть это некая постоянные люди, которые их выбирают на 5 лет, потом выбирают других и так далее. Они всегда Мгм. есть на случай, если придется выбирать архиепископа. Вот эти 6 человек, они всегда есть. Плюс последние 5 человек, которые входят в комиссию по выборам нового архиепископа, это представители англиканского сообщества с разных континентов. Мгм. Один из Африки, один из Северной и Южной Америки, один из Ближнего Востока и Азии, один из Океании и один из Европы. Георгий, скажите, а голоса этих людей при выборе, они будут равны? То есть, вот, условно говоря, голос архиепископа Йоркского будет равен голосу кого-то из Океании, я правильно понимаю? Я думаю, что там немножко по-другому будет устроено, М. потому что, имея некий опыт взаимодействия с такого рода структурами, я предполагаю, что они не простым голосованием там определяют Мгм. поднятием рук, так голосуем за этого. Они должны прийти к некому консенсусу, Мгм. чтобы сказать, что вот мы все выбрали этого человека. Какие будут баталии между ними происходить в процессе этого, это мы не знаем и никогда не узнаем, если только нам в прессу не сольют какую-то инсайдерскую информацию. Но предполагается, что эта дискуссия, свободная дискуссия, мы вас сейчас переубедим, мы вас в другом убедим. Ну, в общем, они Мгм. приходят к некому общему решению. Нет такого, что они голосуют поднятием рук просто, насколько я понимаю работу этой комиссии. Ну и выбор их будет единогласным, соответственно. То есть Да. только единогласным. Соответственно, англичане, они люди не быстрые, особенно в том, что касается бюрократии и вот таких официальных назначений. Я думаю, что, дай бог, к лету, ну, может быть, к Пасхе 20 апреля, они определяться, хотя, может быть, и вряд ли. Потому что они должны провести интервью. Опять же, Мгм. с потенциальными кандидатами общаются вот представители этой комиссии, проходят интервью. Там может быть что угодно на самом деле. Такой вот четкий процесс, насколько мне известно, он не прописан. То есть это некий Мгм. творческий процесс. Он напоминает назначение топ-менеджера в компанию, знаете, смотрят нескольких Мгм. кандидатов и как-то их испытывают, чтобы понять, какой из Несколько них. этапов собеседования. Да, да, несколько этапов собеседования. Кто проходил, тот поймет, что я говорю. Георгий, подскажите тогда, пожалуйста, вот архиепископ Уэлби, он более 10 лет занимал свою должность, он был, да и есть, наверное, авторитетный человек в англиканской церкви, и наверняка новому архиепископу, кем бы он ни был, наверняка придется довольно сложно. Вот как вы считаете, изменится ли как-то его роль, его положение в англиканском сообществе? То есть сможет ли он оказывать такое же влияние на сообщество, как это делал архиепископ Уэлби? Это очень и очень хороший вопрос, который нас всех, англикан, очень сильно тревожит сейчас. Потому что Велби действительно мог быть таким объединяющим человеком, объединяющим предстоятелем. Как вам, наверное, известно, в англиканском сообществе уже на протяжении почти 20 лет идут споры о гомосексуальности, вот, о том, можно ли рукополагать открытых гомосексуалов, можно ли им разрешать вступать в брак или благословлять их отношения.
И, соответственно, западные страны, они довольно прогрессивны в этом вопросе, церковь в западных странах, а страны Африки, особенно и страны Азии, они менее прогрессивны. И вот, но Джастин Велби, его принимали практически везде. Он мог в палате епископов обсуждать вопросы благословения гомосексуальных пар, а через неделю ехать в Судан, одну из самых вообще консервативных церквей англиканского сообщества, и там его принимали и встречали прекрасно и радостно. Или в Гану, например, ну, в какие-то такие Мгм. англиканские церкви Африки. То есть он мог действительно объединять. И поэтому новому представителю, конечно, придется иметь дело со всеми этими сложными вопросами, которые раздирают буквально англиканское сообщество. В связи с Мгм. этим идет очень интересная дискуссия сейчас на тему того, может быть, стоит вообще пересмотреть наше отношение к архиепископу Кантерберийскому и той роли, которую он занимает в церкви Англии, потому что он же Мгм. представитель церкви Англии и духовный лидер англиканского сообщества. У него нет власти, как у Папы Римского, его роль больше напоминает роль патриарха Константинопольского, то есть фактически ну, авторитет, который базируется на каких-то духовных вещах, а не на юридических. Он не может смещать людей с постов и назначать в церкви вне его юрисдикции. У него нет такой власти, он духовный лидер. Но даже несмотря на это, его духовное лидерство важно, потому что никто не хочет, чтобы англиканское сообщество распалось на более прогрессивную часть и на более консервативную. А на самом деле есть такой риск, что консервативные церкви отделятся и образуют какое-то свое сообщество, истинно англиканскую церковь, я не знаю, аналогия с истинно православным. И, Ну, тогда соответственно, у руля должен стать сильный духовный лидер, получается. либо так, либо давайте, какие разговоры идут, давайте поставим человека с глобального юга, не будем Мгм. ставить англичанина, Мгм. поставим человека с глобального юга. Например, я слышал о том, что давайте сделаем давайте сделаем, знаете, это не люди, которые принимают Я решения, понимаю. это просто некие пожелания людей, которым англиканское сообщество не безразлично, которые сами верующие англикане. Они говорят, вот архиепископ Иерусалимский, Хасам Наум, Мгм. замечательный человек, очень тоже харизматичный лидер, хороший руководитель и предстоятель. Плюс Иерусалим, ну, это мать всех церквей, как бы известная, насколько Конечно. Иерусалим важен. Давайте вот он будет архиепископом Кантерберийским, или давайте он будет лидером англиканского сообщества. А, соответственно, церковью Англии будет управлять уже архиепископ Йоркский, да, сопредстоятель. Мгм. Вот такая, например, есть версия. Или другая версия. Давайте в церкви Англии найдем человека, который устроит глобальный юг. Ну, я понимаю, что мое мнение, конечно, ни на что не влияет, но вот, например, есть такая епископесса в церкви Англии Гульнар, так, еще раз. Есть такая епископесса в церкви Англии Гульнар, Фрэнсис Дакани. Она иранского происхождения, и ее называют тоже кандидатом на пост архиепископессы, теперь Кентерберийской. Но проблема в том, что она женщина. Как Мгм. отреагирует Ближний Восток, например, на то, что женщина станет во главе американского сообщества, как я уже сказал, непонятно. Но, с другой стороны, а как британское общество, например, отреагировало бы на то, чтобы архиепископом стал человек из Иерусалима? Это действительно не стоит сбрасывать со счетов, потому что в церкви Англии, я думаю, найдется много желающих, которые хотели бы занять пост архиепископа Кантерберийского и не пускать на эту высокую должность человека с глобального юга, который к церкви Англии вообще не имеет никакого отношения. Мгм. Да, резонно. Ну вот посмотрим, поменяется ли что-нибудь или нет. Это сейчас хорошая возможность что-то поменять, но, с другой стороны, британцы люди консервативные, и они, если и поменяют что-то, то что-то такую совсем малость. Так Что-то что да, интересно. поменяю, что никто не заметит. Да, типа того. Это
Георгий, как вы считаете, каковы перспективы отношений Церкви Англии и Русской Православной Церкви после выборов нового архиепископа? Ну, я имею в виду, мы с вами рассмотрели вот сейчас несколько вариантов, давайте вот по ним и пройдемся. То есть, Да. допустим, вот при новом архиепископе, если он вдруг будет с глобального юга, как вы считаете, куда будет двигаться Я отношения? считаю, что будут отношения гораздо лучше, чем сейчас. Если Мгм. это, например, будет человек из Индии или из Ближнего Востока или из Африки, то ну, там Россия в целом, к ней хорошие отношения Мгм. на глобальном юге. И в целом российские власти пользуются там авторитетом. Соответственно, Русская Православная Церковь, на нее тоже проецируется вот это хорошее отношение к России, к российским властям и поддержка российского режима. Так что я думаю, что если станет человек с глобального юга, то скорее будет потепление. Тогда Если рассмотрим второй вариант. да, второй вариант. Если станет женщина, например, архиепископом, то, Мгм. скорее всего, РПЦ разорвет отношения, как уже бывало, например, с евангелической церковью, лютеранской церковью Германии, когда там выбрали женщину архиепископом. Это было, кажется, 2003-2004 год. Да-да. И митрополит Иларион Алфеев, который тогда занимался внешними связями, он объявил, что РПЦ разрывает отношения с лютеранской церковью Германии. И если, соответственно, если в церкви Англии аналогичное происходит событие, я подозреваю, что РПЦ официально прекратит контакты с ним. Но другой вопрос, что сейчас-то особо контактов нет, сейчас отношения не очень хорошие между двумя церквами, и поэтому либо произойдет еще больше дистанцирования, либо произойдет Мгм. некое небольшое потепление. То, что они сольются, две церкви в объятиях, конечно, такого не будет. Ну и я думаю, для Русской Православной Церкви отношения внутри православного мира всегда приоритетнее, чем отношения на международной арене с другими христианскими церквами. Пожалуй, соглашусь с вами. Да. Иногда наступает такое чувство. Хорошо, ну а я напоминаю, что с нами был англиканский священник Георгий Ведякин, настоятель общины Christ в Айанапе и корреспондент «Религии сегодня» Михаил Фуртиков. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме и Ютубе. Георгий, большое вам спасибо за интервью, это было очень интересно. До новых встреч. Спасибо большое. Рад был с вами пообщаться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.